Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня понастраиваем чуть-чуть окружение. Заходим в наш билд по операционной системе. Меняем папку на него. Запускаем клауды. Изучив все документы MD, которые в корне. Так, и накидываем ему задачу. Это контекст. Так, когда надиктовка идет, она забирает под себя буфер обмена. Я хочу, чтобы внизу, когда я работаю в Cloud Code, у меня была такая вот полоска, которая с одной стороны красится в какой-то цвет. Ну, то есть вот, допустим, первые 80% она желтая, с 80 до 95% она желтая, и потом, когда выше 95%, она красная. Это чтобы мы видели красивенько визуализацию того, как заполнен контекст конкретного терминала по Cloud Code. Как ты это можешь реализовать? Давай согласуем план. Ну и сразу, может быть, и реализуй, чтобы это я проверил, что оно работает. Расскажу вам, уважаемые телезрители, YouTube-зрители, что мне не нравится и что нравится. То есть вот, допустим, здесь классненько пишется о том, насколько заполнен контекст, какая модель выбрана, какая степень усилий, которую прилагает, какая степень автономности агента и контекст. И вот контекст крайне мне важен. То есть я когда вижу, что контекст, ну там параллельно идет разработка, вы не обращайте внимания, это финальный тест, прогон смоук теста.
Вот, и когда я вижу, что здесь контекст был большой, а потом сбросился там где-то до 20%, то я понимаю, что он ничего не помнит, что ему нужно дать заново прочесть то, как со мной работать, и правила репозитория, чтобы он создавал код правильно. То есть это для меня важная информация не только когда в самом конце, но и когда мало контекста, я понимаю, что он уже ничего не помнит. И в конце тоже вот такой вот опасный момент. Мне важно последние там 5% или последние там 10% ловить, чтобы он успел доделать ту задачу, которую я ему поручил, и чтобы он успел записать техническое задание локально в свою память, или же наоборот, чтобы он это записал в проект. Вот, то есть вот такие вот моменты я хочу, чтобы сделалось. И что я ему сбросил? Я ему сбросил документацию на Cloud Code, где статус line настраивается, и вроде бы здесь можно свою личную линию настроить внутри Cloud Code, где я могу выводить все, что я захочу. Ну а мне конкретно сейчас интересно настроить степень забитости контекста. Ну и есть желание сделать это компактно, потому что вот в такой вот линии я хочу, чтобы оно заполнялось. Так, и если это будет линия, то, наверное, мне будет хорошо, чтобы это было... Я меняю техническое задание по тому, что это должно быть. С одной стороны, это должна быть линия очень тонкая, чтобы она занимала минимум пространства, чтобы мне было удобно расположить все остальное. Это первое. Второе, проценты можно показывать, если они поместятся только в самой линии. Мне будет достаточно, если эти проценты будут визуализированы как-то растянуты, чтобы не увеличивать линию, и они могут быть постоянно написаны только по центру этой линии. Первые 20% я хочу, чтобы они были синего цвета. Потом, начиная с 20%, ну, то есть 21% тире 90%, пусть это будет зеленая линия, пусть будет 91-95 желтая линия, 96-100 красная линия. Вот так вот пусть будет. Да. Ну, в общем, да, я чуть-чуть уточнил, что мне хочется видеть. Ну, в принципе, то, как он сказал, тоже ничешно. Ты знаешь, что как ты предусмотрел, мне тоже даже больше нравится. То есть пусть там пишется с одной стороны опус, ну то есть модель, потом степень усилий, которая прилагается, давай мы туда тоже выведем, и потом уже вот эта вот линия заполненности контекста с цветовыми схемами. Пожалуйста. Проценты, как ты написал сбоку, мне нравятся. Спасибо, так что твой вариант можно оставить. Ну, и мне будет понятно, мне нравится это или не нравится, только когда ты это все уже накатишь вживую, чтобы я посмотрел, как оно выглядит по факту.
Давайте дальше почитаем, что он говорит. Так, бар 20 символов, заполняется слева пропорционально, used percentage, занято свободно, цвет заполнений, части по порогу, светофор зеленый, желтый. А там же еще есть просто служебные данные, и я хочу видеть... синяя линия мне зачем? То есть зачем вот я ее ввел? Чтобы определять, когда молодой контекст. Я хочу поймать процент, до которого он скидывает, когда все это обновляется. То есть я увижу, что там 20%, или увижу, что он сбрасывает там до 25%, то вот это я уже и постараюсь откалибровать, чтобы синяя линия была где-то там, куда сбрасывает новая, свежая модель. Вот, поэтому вот еще четвертый цвет я ввел, потому что мне так будет понятно, что я его должен обучить работе со мной тогда. Так, ну хорошо, прикольненько. Мне все нравится, пусть занимается кодингом. Так, забираю оба уточнения, слева модель, плюс степень усилий, затем тонкая цветная линия контекста, мой последний вариант с процентом по центру и порогами синий, зеленый, желтый, красный, и накатываю вживую, чтобы ты увидел по факту. Сначала проверяю, если степень усилий прямо в JSON статус лайна, чтобы показывать реальную сессионную, а не только глобальную из settings. Ну да, мне как раз именно нужен точный ответ, а не общий. Есть поле effort level прямо в JSON статус лайне. Живое сессионное усилие low, medium, high, x high, max. Ловит и effort на лету. Странно. Там у меня еще есть выше max. Еще один уровень дополнительный. Беру его, а не глобальный settings, так показ всегда честный. Также model display name opus. Ну, в смысле, я надеюсь, что он будет... Ну, сейчас я тестируем. Финальная строка opus x high, тонкая цветная линия плюс. Ну, я уже надеюсь, что я заказал не тонкую цветную линию, а толстую, как он сказал. О, сразу применилось. Мне нравится. Давайте я еще проверю на остальных. Класс, мне нравится вообще. Везде получилось применить. Думаю, я постараюсь вам это выложить как отдельный репозиторий. Чтобы вы спокойненько могли это себе реализовать. Если вам будет такое полезно. Так, давайте это накатим в отдельный репозиторий. Ну, хотя это вам уже, наверное, будет неинтересно смотреть, или это должно быть другое какое-то видео. Здесь будет только про настройку,
что это возможно и что вы можете сделать при помощи вашего искусственного интеллекта. Если захотите сэкономить токены, то просто скачаете или просто дадите ссылку на то, как у меня настроено, и у вас уже будет готовый вариант. Вот, так что спасибо, что подписываетесь, спасибо, что ставите лайки, за комментарии спасибо. Желаю вам создавать IT-продукты миллиардники и желаю вам финансового благополучия. Всех благ.